Всем здравствуйте. Я хотела бы обратиться к мамам, к женам ребят, которые находятся в СВО, мобилизованным военнослужащим. Хотела бы вот рассказать свой случай, поделиться своей историей. Просмотрев ролик Инги «Спасение жизней», думала, как все это собрать воедино, рассказать. Ну вот, слышав тоже рассказ женщины, мамы, парня Андрея, тоже решила поделиться своей историей, чтобы, ну, как-то донести до... Ну, это больше, наверное, касается мам, ребят, которые воюют сейчас и по сей день, чтобы они не боялись, чтобы они ну, вот, чувством страха не делали вот посыл своим детям негативный, и чтобы не боялись проводить заговоры, делали эти работы каждый день, изо дня в день, и даже, может быть, не один раз в день. Это вот хочу вам сказать на своем примере тоже. Вот история моя началась в прошлом году, в 22-м году, 25 сентября, когда мобилизовали моего сына, молодого парня, которому 21 год, единственного моего ребенка, любимого. Вот, и забрали его 25 сентября. И жизнь, конечно же, моя остановилась. Вот, потому что началась паника, начались истерики, началась депрессия. До такой степени я боялась за жизнь своего ребенка, что ушла в жуткую депрессию. Это слезы, это паники, это до такой степени, что теряла сознание, не понимала, где я нахожусь, что я нахожусь. В общем, ну, жизнь для меня, как для мамы, она просто остановилась. И, ну, как бы, будучи на канале Инги, слушая ее лекции, вот в очередной день, придя с работы, включив лекцию Инги, я услышала о том, что для ребят, которые воюют, она ставит ведьмин купол. И вы знаете, не задумываясь вообще, даже несмотря на то, что было очень позднее время уже, где-то около 11 вечера, наверное, да, как бы позднее время, но я понимала, что мне нужно как матери что-то делать, мне нужно как-то спасать своего сына, потому что, ну, если не я, не мой родитель, то кто? Ну, конечно, никто. И я решила написать Инге, вот прям ей непосредственно, прям. И она ответила, она попросила, ну, выслать там определенные вещи, фотографию там сына, и она поставила на моего сына ведьмин купол. Вот. И с этого дня тоже я сама, вот как мама, начала проводить работы, делать заговоры. Я делала щит матери, я делала сохран матерей, покров матери. Обязательно каждый день, и, наверное, не один раз в день, а вечером, приходя с работы уже поздно, каждый день, и с утра рано, утром вставая на работу, я читала оберег черед на сына обязательно. И зная, когда мой сын идет на задание, черед я читала постоянно перед каждым его выходом и во время его выхода. Вот просто хочу сказать, чтобы вы понимали, что сын мой был штурмовиком. Он был в штурмовом отряде. А мамы, жены, ребят, которые сейчас там и были там, и есть там, они понимают и знают, что такое штурмовые отряды. И я читала заговоры каждый день. Я приходила с работы, кормила мужа, там, делала свои дела, закрывалась на кухне, делала алтарь и читала по 2, по 3 заговора защиты. Ночью даже, когда вот чувствовала мое сердце, что что-то не так, когда они были на заданиях, вставала ночью, читала. И утром вставала перед работой, читала. Поэтому, девочки, девушки,
читайте, не бойтесь. Помимо того, что Инга делает для наших детей, для наших сыновей, мужей, вы еще тоже, как матери, должны проводить свою работу, усиливать работу Инги, потому что она делает великие вещи, просто великие вещи. Благодаря ей, я считаю, мой сын остался жив. Но и вы, как матери, должны тоже читать заговоры, защиты. И вот правду сказала мама мальчика, вот парня Андрея, что когда разговаривая со своим сыном, когда он уже пришел, вернулся, боги сделали так, благодаря, ну вот, учению Инги, благодаря тому, что она сделала вот глубокую такую вот сильнейшую работу. Мой сын вернулся живым домой. Да, с ранением, да, с контузиями сильнейшими, но он пришел домой, и он остался жив. Главное, когда мы все это начали, эту всю работу, вот Инга мне говорила: не бойся, не бойся, убери свой страх, не бойся, не передавай своему сыну эти эмоции, этот страх. А я боялась до такой степени, что я просто изводила себя, с ума сходила. Инга это чувствовала. Главное, не бойтесь, главное, читайте, начитывайте заговоры каждый день, не один раз в день. Потому что они действительно спасают. Потому что когда пришел мой сын, и даже когда он звонил, даже пошло такое... Начали ребята, с которыми они группами ходили на задание, и ребята говорили: о, если Золотарев идет на задание, значит, все будут живы. Золотарев у нас заговоренный. И вот клянусь вам, девочки, вот так и было. Пока был мой сын с ребятами, было много ситуаций. Их вот сейчас рассказывать, это очень много времени займет. Но поверьте, что заговоры работают. И сильнейший вот этот Сохран, ведьмин купол, он работает. Это я проверила на себе и на своем ребенке 100%. Были такие ситуации у них на заданиях, что просто все умудрялись, как они остались живы. Вот на последнем задании, когда был мой сын, когда они вышли один на один, ну, как буду говорить словами, как есть, с укропами, как они их называли. И просто, когда поднял автомат мой сын, и поднял автомат, как они говорили, укроп. У укропа заклинил, ну, это нацисты, вот, которые воюют. Хотя и не факт, потому что мирных жителей, ребят, заставляют насильно воевать, а они не хотят этого. Разговаривая с пленными, наши ребята брали в плен пацанов украинских, и ребята говорят, что не хотят воевать, их просто заставляют, у них нет выбора, они сбегают с этих полей боя, специально сдаются нашим в плен. Инга, здравствуйте. Постфактум уже. Вчера хотела отослать, но как-то не могла собраться с мыслями, что-то как-то сумбур какой-то в голове был. Вот, и уже поздно домой приехала, весь день на машине, какой-то день такой суетной был, непонятный. И приехала уже, сил не было, мысли собрать не могу, как-то воедино. Настроение какое-то было непонятное, как сумасшедшее весь день. Вот, ну, думаю, утро вечера мудренее. И вот представляете, я вот захожу на канал и уже вижу ваш ролик «Спасение жизни», часть первая, услышав историю мамы, парня Андрея. Думаю, нет, 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 надо срочно, пока у меня это все вот утром вот встало вот по полочкам в голове. Я понимаю, что сказать и как рассказать, потому что вчера я не понимала, с чего мне начать и как правильно мне изложить свои мысли. А сегодня вот, наверное, именно сегодня мне нужно было это сделать. Тот день, когда все сошлось. Я понимала, что и как мне сказать. Все, спасибо вам большое. Может быть, моя история кому-то поможет, вдохновит. Я на это очень надеюсь, правда. Вам доброго, хорошего дня, плодотворного, позитивного. Вот, и вообще всего самого-самого доброго и лучшего от всего сердца и от всей моей души. Искренне ваша. Благодарю вас за все.
Добрый день, Инга, Яна и все, кто в ведьминой избе. Хотела поблагодарить Ингу за поставленный ею ведьмин купол моему мужу. Он еще находится на работе, но по возможности возвращается домой и снова уходит. Он жив и здоров. Огромная благодарность Инге, слава великим богам. Наряду с ведьминым куполом я также читала заговор от шальной пули, великий щит-оберег, а также обращение к Велесу и сделала амулет мужу. Он всегда с ним. Еще раз огромное спасибо Инге за помощь и слава великим богам. Здравствуйте, Яна. Я хочу сказать очень спасибо нашей любимой Инге за ее работу, за заговоры, которые мы читаем и спасают наших детей. Я никогда в церковь не ходила, только читаю заговоры и очень помогает. Спасибо большое ей. Когда бомбили, мой сын остался жив благодаря этим заговорам. С ним я написала, ставила с ним защитную группу. И погибли 20 человек, а мой сын оставался жив. Спасибо большое ей за все.